Мы покидаем гостеприимный остров Шкота. Тут есть местами, так сказать, песочные пляжики, но в основном камушки вот там вдали вот, метров 5, а дальше уже песок идет. Хороший островок. Добираться, правда, до него очень непросто, если пешком. Если считайте, где-то километров 10. Да, 10 километров получается от остановки автобуса. Вот, если на машине, то дороги тоже довольно-таки сложные для проезда. То есть на низкосидящих авто не проедете. Вот, и нам, значит, путь вот опять через косу предстоит. На этот раз я обулся. Правда, тапки уже тоже вот-вот накроются. Не рассчитаны на такие нагрузки на морскую воду. Вот. Иду, бреду. Фух. Да. Вперед через косу. Вот он начинается. Чуть-чуть буквально песочка. И далее уже у нас все более и более крупные камушки пойдут. Вот видите, люди идут. Ну, грубо, глубина по колено. Вот. Это у нас ежик морской. И там вот пошла вот уже чуть-чуть глубина, песочек. Вышел со Шкота, иду по дороге, вот по другой уже немножко кусок другой дороги, и обнаружил живой ручеек. Конечно, совсем маленький, но это пресная вода. Дошел до разрушенного КПП. Ну, вчера спускался вот по правой дороге. Сегодня поднялся по левой, возвращаюсь. Где-то я пропустил развилочку здесь. Так вот показывает. Вот так тоже. Нормально прошел. Вот сегодня хочу дойти до карьера, буквально чуть-чуть осталось, и там уже помыться, постираться, потому что морская соль и пот уже въелись в меня. Надо чуть-чуть себя в порядок привести. Так вот, если вы хотите посмотреть старый форт, вам сюда вот по этой дорожке, вот туда вот пройти надо будет. Вот. Если вам пешочком на остров, значит, надо добраться, вон там стоит старое КПП разваленное, вам от него налево, если пешком. Если на машине, чуть-чуть дальше прямо. Там снова поворот налево, будет шлагбаум, от шлагбаума тоже налево. Это на
остров Шкота, если вы хотите попасть. Я к чему это поясняю. Просто сейчас парень с девушкой меня тормознули, спросили, как добраться. Я не знаю, местные и не местные. Вот. И дедок такой уже тоже с женой едут на машине. Лодка у них там сзади. И тоже спрашивают, куда ведет дорога. Ну вот что знаю, говорится, почему бы не помочь людям, не довести информацию. Куда вот эта дорога ведет, не знаю. Не ходил, тут, по-моему, даже не дорога, а просто вот вырубка под линию электропередач идет. Вот, решил заглянуть по пути, раз мимо иду. Там у нас разрушенные казармы. Тут видно душевая, туалетная комната были. Вот туалеты. Душ. Кафелем все обделано. Заброшено военными. Да, потолочки могут рухнуть в любой момент. Там тоже какая-то комнатейка темная. Все, тут больше ничего нет. Кто-то денежки сжигал. Вот такие вот. 2000 дублей пытались сжечь. Ну, что-то не догорело. Костерчик не разгорелся. Или кто-то кого-то кинул, или неизвестно, что тут было. Сразу-то не заметил. Тут на входе тоже еще и доллары какие-то фальшивые валяются. Что же тут за мафия такая фальшивомонетчиков процветала? Ну, во втором подъезде. Как-то вот так вот. Так, это что у нас, наверное, спортзал был? Как у нас потолок там просто капает, да? Непонятно, что тут было. 300 лет ВМФ России. Надпись. Вот. Вполне приличное еще, в принципе, здание, если капремонт сделать. Но вот тут до моря далеко, никакую базу, кажется, не поставишь отдыха. Ладненько. Так, на второй этаж не пойду. Потолки-то, может, больно страшные. То есть полы, которые здесь потолки. Ну все. Час дня. Дотопал я до карьера, до заброшенного. Сегодня здесь расположусь. Вполне можно постирать барахло, которое за неделю пропиталось солью от моря и от пота. Так, сейчас вот надо местечко выбрать, где палаточку бросить поровнее. Пойду выбирать. И чтобы дрова недалеко были. Головастики. А жуки уже куда-то попрятались, плавунцы. Жучки съедают деревья здесь. Все.
Листья погибают. Вот тут вот вообще молодые деревца уже загублены. Засохли все. Что за напасть такая, не знаю, как называется. Кучами на листьях. Ветчина венская с компании Вотчин А. Вес 230 граммов. Ну что же, будем пробовать. Из чего же она у нас состоит? Так, ну, вроде что-то похожее на мясо тут. По-моему, куриное мясо. Довольно-таки вкусно, консистенция плотненькая. Вкусная ветчина. Утро среды 21 июля. С Кострового осталась только вот эта вот кружечка. Это у меня ручка оторвалась. И там вот две дырочки. Видно, просвечивается. Все. Хорошая кружечка. Оп. Навернулась. За 120 рублей 120 граммов. Да. Надо или ехать в город, или уже, не знаю, прекращать поход, что ли. Повербанк сел полностью. Солнечная батарея заряжает, но потихонечку. Очень плохо. Вчера постирался. Вроде и солнце было, и ветер. Но белье не сохнет. Белье не сохнет. Я просто хорошо, честно говоря. Да. Ну еще мелкие нюансы. Колено болит. Ну, как-то не хочется возвращаться. Надо предпринимать что-то другое. Да?